Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы делаем вкусный острый перец халапеньо. Маринуем его. Для этого вот у меня здесь в пределах 2 килограмм перца. Также нам понадобится чеснок, по желанию лайм, смесь перцев, кориандр, соль, лавровый лист, сахар и 9% уксус. Какие-то специи можете взять по желанию. Вот я все-таки хочу добавить лайм, чтобы он дал вот такой его очень уникальный аромат. И это будет вкусно. Здесь у меня 1,5-литровые банки. И предварительно раскладываем сюда чеснок. Я обычно чеснок режу. Мне так нравится больше, потому что он дает так лучше аромат. Вот на такую банку вот у меня здесь 3-4 таких крупных зубчика чеснока. А вообще кладите по желанию, можно и больше положить. Можно положить и целиком, просто побольше. Тогда чеснок тоже промаринуется, и его можно будет точно так же есть. Сюда же я хочу положить еще лайм. Вот прям так. И в эту банку то же самое. Теперь в банке раскладываем перец. Он уже помыт, плодоножки я не обрезаю. Берем, делаем вилочкой несколько проколов, чтобы он хорошо пропитывался. Из всего острого перца, вот это мой любимый перец, потому что он, во-первых, достаточно горький. И еще что мне нравится, он очень сочный. У него вот эта стенка толстая и сочная. Поэтому его просто так, даже вот в прикуску с чем-то, есть очень хорошо. Ну и так укладываем под самый верх. Ну вот почти весь перец ушел в 2 таких банки. А это я себе оставлю в свежем виде под любую еду, потому что перец острый я очень люблю. Сейчас положу в пакетик и в холодильник. Ну теперь делаем маринад. Маринад из расчета на 1 литр воды. Я сюда уже налил 2 литра воды. Вот сюда добавляем пару листиков лавровых. По 2 столовые ложки соли на литр. Я добавляю 4 столовые ложки. По сахару смотрите. Можно добавить 1 столовую ложку на литр. Но я люблю вот в таких острых перцах, чтобы маринад был сладкий. Поэтому я добавляю по 2 столовые ложки. Тоже, как и соль. Ну и теперь специи. Здесь все по желанию. Здесь у меня вот смесь перцев. Я добавляю пару чайных ложечек. Там
перец разный, черный, красный, зеленый, душистый, в общем много всего. Также добавляю кориандр по чайной ложечке на литр. Вот добавляю 2 ложки. Уксус сейчас я добавлять не буду. Эту кастрюлю я сейчас ставлю на огонь, довожу до кипения и кипячу примерно 3-4 минуты. Рассол прокипел несколько минут. Теперь мы из него делаем маринад. Добавляем сюда уксус. Потому что маринад в любом случае подразумевает собой наличие кислоты. И вот на литр воды примерно по 2 столовые ложки уксуса 9%. Размешиваем. Лавровый листик можно разложить по баночкам. Ну и теперь аккуратно заливаем банки. Я еще сюда добавил пару чайных ложек семян укропа. Только вспомнил за них. И пока рассол кипел, я сюда еще добавил. Остаток рассола мы не сливаем, потому что сейчас перец начнет заполняться рассолом, начнет внутрь впитывать его, и нам его придется добавлять. Ну и все, теперь закрываем. И переворачиваем. Ну и теперь мы берем баночки, укутываем чем-нибудь теплым. Вот у меня тут еще плед есть такой. И оставляем так часа на 3, пока он не начнет остывать. А потом посмотрим, если перец в себя сильно впитал маринад, то мы его потом еще добавим. Ну, друзья, перец в перевернутом состоянии постоял примерно 2 часа. Теперь вот сколько вышло воздуха с него. Теперь мы его берем и хорошо приминаем, чтобы внутрь тоже зашел этот рассол как можно лучше. Так, без фанатизма, ну вот ложечкой так приминаем и приминаем. Аромат уже очень вкусный. И здесь также. А он сейчас как резиновая игрушка через отверстие насосется все равно. Остатки рассола я уже поставил кипятиться. Сейчас он закипит. И я его сюда долью. Перец упругий такой. Рассол закипел. Я добавляю опять под самую крышку. Ну вот, в принципе, на 2 1,5-литровых банки хватило 2 литра воды. Вот здесь еще чуть-чуть осталось перчика, там, в принципе, его можно тоже сюда покидать, если хотите. Ну и теперь опять плотно закрываем. Банки, кстати, еще горячие.
Переворачиваем опять. И снова укутываем до полного остывания. Вот так. Оставляем, пока не остынут. И даем промариноваться минимум 5-6 дней, чтобы перчик хорошо пропитался. В принципе, можно будет тогда уже открывать и пробовать. Также можно замариновать в обычном контейнере. В любом, в кастрюльке. Только сверху придется положить там какую-нибудь дощечку или тарелочку и поставить груз. Ну и все. Вы получаете вкусный, хороший перчик. А когда вы его поставите в холодильник, чтобы он охладился после этого, и он еще больше там вкус наберет, то это будет вообще прелесть.